Всем привет! Сегодня с вами будем изучать обработку ошибок в JavaScript. Итак, для того, чтобы обрабатывать ошибки, существует специальная конструкция try-catch, в общем-то, как и во многих других языках. Она выглядит следующим образом. Блок try, который вот фигурные скобки, в этом случае здесь, если какая-то ошибка происходит, у нас происходит ловля ошибки, и скрипт выполняется дальше, он не перестает ломаться. К примеру, я покажу вам пример. Вот я выведу в лог такое значение. У меня есть c, которое не объявлено переменной, есть значение 20, оно находится после c блока. Я захожу в браузер, обновляю страничку, и вот видите, у меня выпала ошибка. 20 у меня никак не распечаталось. Для того, чтобы такое не происходило, я могу вот написать вот так вот консоль лог c в блоке try catch. В данном случае у меня ловится ошибка. К примеру, я ее могу показывать как-то, могу вообще не писать этот кусочек кода, и тогда тоже будет работать правильно. А могу, к примеру, просмотреть, в чем же дело, и посмотреть название ошибки. И написать, к примеру, так: error. И напишу, выведу, к примеру, название ошибки. И еще выведу сообщение, которое он мне дает. Как бы error, это error сокращенно. Это у меня объект с типом ошибки и сообщение. Так, перезагружаю и вижу, что у меня произошла ошибка. Ее пишет название, тип ошибки и сообщение об ошибке таким образом. Также, к примеру, если у нас не произошло ничего, к примеру, c у меня равно 10, в данном случае у меня ошибки не происходит, выполняется блок и ничего не показывается. Если я хочу, чтобы у меня в любом случае что-то показывалось, я могу использовать в финале такой блок и написать, к примеру, это в финале. Таким образом, это тогда в любом случае у меня будет короче, этот блок в финале выполняется во всех случаях. Вон, видите, ошибки нет, но все равно выполнилось. И даже если будет ошибка, все равно он выполнится таким образом. Также я могу генерировать самостоятельно какие-то ошибки. К примеру, если c у меня равно 20, я могу создать свою ошибку. Причем я могу стать ее следующим образом. My error написать, к примеру, и равно new error, к примеру, таким образом. Это my error. Вот так, к примеру, напишу. И все. И, к примеру, если c у меня равно 10, тогда это у меня вот ошибка, она имеет сообщение my error. И просто это тип ошибки. Error конструктор. Сейчас у меня ничего, все нормально. А если я захочу ее вызвать, для того, чтобы сгенерировать ошибку со своим типом данных, своим сообщением, нужно использовать такое throw, и вызвать ошибку, которую вы создали. Вот таким образом. Даже нет, так вот ее нужно использовать. К примеру, я выполню. И видите, у меня выполнилась ошибка. Причем ошибка может быть разная. Может быть, к примеру, синтаксис error. Вот таким образом. Ошибок может быть много видов разных. Там это синтаксис error или это ссылка, к примеру, там какая у нас там была, у нас not defined. Так. Ладно, не буду ее искать. Так, вот смотрите, тип error, может быть, eval error, разные. Reference error у меня была, да. Вот таким образом, к примеру. Это вообще для чего полезно? Вот смотрите, синтаксис error я поставил. Перезагружаю, видите, у меня теперь синтаксис error. Это нужно для того, чтобы, к примеру, очень помогает в отладке кода. К примеру, я здесь ставлю, если это, к примеру, name равен вот этому названию, я, к примеру, пишу alert. Ура, это моя ошибка. Вот таким образом, к примеру, я пишу.
Я перезагружаю. И видите, ура, это моя ошибка. Если ошибка будет, к примеру, другого типа, к примеру, просто error, она будет уже не сработать у меня код, потому что ошибка уже другого типа. Вот зачем это можно использовать хорошо. Либо есть такая штука, как проброс. Проброс ошибки, к примеру, вверх. К примеру, у меня может быть, не знаю, функция какая-то, к примеру, function, myfunc, к примеру. И она будет что делать? Она будет создавать какую-то ошибку, к примеру, не синтаксис error, а error, к примеру, type error она будет создавать. Type my type error таким образом создавать будет. К примеру, она будет вызывать ошибку и пробрасывать ее вверх. К примеру, если я так сделаю, вот таким образом, к примеру, я ее вызываю, у меня, видите, ошибка. Не сюда поставлю. Так, вот сюда я ее поставлю, к примеру. У меня скрипт падает, вот на этом месте type error, возникла ошибка. Я ее могу обернуть вот таким образом. Потом написать catch e. Вот таким образом. Теперь у меня все защищено. Но я, к примеру, хочу отловить определенного типа ошибок. К примеру, если ошибка не равна syntax error, я генерирую, к примеру, ошибку e. Пусть будет ошибка, к примеру, ну, неважно, error просто. Пусть будет error event, там, любая фигня, таким образом. Еще раз генерирую ошибку. И для того, чтобы поймать эту ошибку, у меня опять выполнила ошибка. Так, то есть не error event, пусть будет у меня просто error общего назначения ошибка. Вот у меня просто ошибка вылетела еще одна. Для того, чтобы эту поймать ошибку, мне нужно это еще раз обернуть, к примеру, блок try catch. И тут, например, уже распечатать это alert e. Пусть будет таким образом. Нет, не alert, пусть будет console log. Зачем не alert? Alert там не сработает, потому что там ошибка — это объект. У нее сообщение. И типа сообщения у меня будут вот таким образом. Вот на этом сегодня все. Я показал вам, как строить даже такую, грубо говоря, дерево обработки ошибки. Также в браузере есть очень классная функция, вы должны ее знать. Это Windows on Error, специальный обработчик. Это функция, там я не помню точно, там вроде event, короче, тип. Там сообщений, короче, много параметров очень, там легко загуглить. Короче, Windows on Error — это глобальный обработчик ошибок, он очень полезен для профилирования. К примеру, я у себя, когда разрабатываю систему, я объявляю Windows on Error, ставлю глобальный обработчик, XML, HTTP request, отправку вот на обработчик, и все, и отправляется на сервак на API, и там логируются ошибки, если какие-то происходят в JavaScript, и можно потом зайти, проанализировать, какие ошибки были у кого, и поправить в каких строках. На этом сегодня все, пока.